какая-то херня ходила, наверное, ростом с человеком по звуку. Вот опять. Оно как будто идет за мной, блядь. Страшно, ребята, очень страшно. Ворота какой-то территории. Санитарная зона строгого режима. Все время осматриваюсь. Вон там вон фары машины. Хер знает, что они там делают. Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, и это канал Ghost Hunters. Это новый ролик, в котором я посещу ночной лес города Тольятти. Место действительно стрёмное, мне стрёмно. И нужно уточнить, что я буду здесь совершенно один сегодня, без Виталика. То есть я отправлюсь в самую глубь леса. Я проверю себя на прочность. Я надеюсь, никто не встретится, ничто на моем пути не встретится, потому что будет действительно хреново, если так произойдет. Вот. Поэтому сейчас буду собирать оборудование и выдвигаться. Он сейчас прямо передо мной. Ребята, зашел в лес. Посмотрите, насколько он густой. Надо мной тоже деревья. Там вон вход. Сам был непосредственно. Вот такая вот песчаная дорога, и мы идем вперед. С вами сейчас я фонарик только переключу на обширный, скажем так. Вот. Там вон развилка идет. Куча звуков. Город еще пока совсем не спит. Вот. Вон там. Кто говорил, фонарик плохой? Посмотрите, он бьет на километр. Собственно, как было заявлено, когда я его заказывал. Не знаю. Могу, в принципе, сидеть просто дома. Ничего не делать. Но мне почему-то хочется попасть в этот лес. Он действительно страшный. Здесь... Да много всякой херни происходило раньше, да и сейчас происходит. Вот. Так что в любом случае нужно быть аккуратным. Здесь есть животные, здесь есть люди, здесь есть какие-то, наверное, закладчики. Вот. Сейчас я себя подсниму. Но я оставил машину и продвигаюсь вглубь леса. Нормально надо оглядываться, потому что мало ли что. Всякая херня может быть, просто если туда посмотреть. Вот, так что страшно, блин. Сейчас я сниму налобный фонарь, нафиг, и продолжу включение. Короче говоря, вот так вот буду себя снимать. Где-то вдалеке сейчас играет какая-то музыка. Вот. Ну, люди здесь есть. Главное, чтобы они меня не встретили, а я их. Вот. Вот. Ну, в общем, пока иду, хотелось бы сказать, что это будет за рубрика такая. Вот, это будет проверка. Не знаю, как еще ее назвать. Скажем, тьмой. Проверка тьмой. А почему нет? Какая-то будка там впереди. Как бы там не сидел кто. Ну, короче говоря, мы будем попадать в места поодиночке. Вот в подобные стрёмные местечки. Ой. Кто угодно может сидеть. Посмотрите, какая луна. Я попробую сейчас вам заснять. Если у меня это получится. Ни хрена у меня это не получится. Не знаю, сколько здесь будет монтажа. Много, аль мало.
Что это там висит такое? Видно вам на дереве? Вот это что? Что это такое? Бутылка, кормушка. Ага, кормушка. Чья кормушка? Наркоманов каких-нибудь кормушка. Ага. Вот. Сегодня хочу рассказать какую-нибудь интересную историю своей жизни. Мистическую, само собой мистическую. Их у меня много. Вот. А, собственно, почему лес? Ну, все довольно-таки просто, до обыкновения. Потому что в лесу всегда творится какая-то дичь. Ну, кто с этим не согласится? Кто вот из вас с этим не согласится? Гляньте. Птички сверху только шумят. Вот, сядем, сделаем привальчик. Я поставлю камеру на штативчик и расскажу историю. Кого можно встретить в лесу? Ну, очевидно. Да? Там кто-то есть. Ребята, блядь. Там кто-то есть, нахуй. Я отвечаю. Там был сейчас шорох. Там был шорох. Только что. Только что был шорох, как будто кто-то шел. Я иду задом, нахуй. Я иду, нахуй, задом. Блять, вот это я не ожидал, нахуй. Да, думал, просто пройдусь. Нихуя я просто не пройдусь. Нихуя. Блять. Вот это я не хотел. Я думал, что я просто подсниму, с вами поговорю. Валить надо, нахуй. Ребята, сразу говорю за мат. Что вы там... Ну, не вы, а кто-то там писал, что, мол, материшься. А вы сами-то были в таком месте одни? Вы сами-то попробуйте походить. Не, я вообще никого не заставляю ходить. Не надо. Ну, блин. Там... Какая-то херня ходила, наверное, ростом с человеком по звуку. Вот опять. Оно как будто идет за мной, блядь. Ой, зря я сюда пошел. Какая прочность, какая проверка. Не, ну а чё? Посмотрите, какие высокие сосны здесь. Фонарь плохой, говорили. Нет, не плохой. Это неправда. Я пытаюсь всматриваться в каждый кустик, в каждое дерево. Вот. Надеюсь, звук будет хорошим. Вот. Страшно, ребята, очень страшно. Так вот, о чем я говорил. Хочу рассказать историю, как мне довелось несколько раз даже встретить лешего. Да. Или Бигфут. Я хер его знает, кто это был на самом деле. Вот, я сейчас в себя светить не буду, в свое лицо. Потому что я тогда себя ослеплю. Вот. И просто пиздец будет. Я ничего не увижу. И так хер что увидишь. Вот так вот идешь. А вот такая вот елочка может создать силуэт, и ты испугаешься. И сердечко-то остановится, как говорится, приехали. Поэтому светить в глаза себе сейчас не буду. Самое страшное сейчас встретить кого? Человека. А, еще лося какого-нибудь, да. Вот он меня точно затопчет. Вот это будет вообще не смешно. Вообще. Ладно, следующее включение. Если будет что-то страшное, или я что-нибудь интересное увижу, ребятки. Ребята, первый интересный объект. Ворота какой-то территории. Вон они. И табличка.
Вот, но я не знаю, что это за объект. В любом случае он огорожен. В этом лесу нету никаких интересных заброшек. Мы идем с вами в лес. Так что, ну, чтобы я мог рассказать вам интересные истории страшные. Вот. И проверить себя, свои нервы на прочность. Вот, так что, как говорится, наливайте чаечек, кофеечек, печенюшки. Будем рассказывать страшные истории. Знаете, ребята, что во всем этом может быть страшного? Да просто то, что ты вот так поворачиваешься. Вот, все. Смотришь. А там на тебя личико какое-нибудь выглядывает с глазками. И все. Это сразу можно, как говорится, камеру потихонечку в кармашек. Потихонечку достаешь кое-что. И потихонечку пятки, чтобы сверкали, бежишь отсюда нахер. Все. Все дела. Я пытаюсь найти место, где я могу сделать привальчик и рассказать вам какую-нибудь страшную историю. Ну, вернее, не какую-нибудь, у меня есть конкретно заготовленные, которые я, как говорится, из своего архива достал. Они действительно реальные. Вот, я ничего, как говорится, от себятины придумать не собираюсь и никогда этого не делал. Вот, так что пойдемте, ребята, искать местечко. Шел я, ребята, сейчас по дороге прямо и увидел вот такое вот местечко. Посмотрите. Санитарная зона строгого режима 178А. Вход на территорию запрещен. Я предлагаю сейчас подойти посмотреть, что там такое есть. Вот по этой траве, блин. Страшно до чертиков, ребята. В принципе, успокаивает и одновременно пугает то, что где-то там, где-то вон там, далеко играет какая-то музыка. Ну, очевидно, люди там есть. Вот. Ну, посмотрите. Проволока металлическая идет, вот она. Вот. Я, конечно, туда не собираюсь заходить прям, но, блин, чертовски жуткое местечко, я вам скажу. Е-мое. Не, возвращаемся на дорогу. Вот. Возвращаемся на дорогу, идем дальше, смотрим, ищем местечко для наших с вами, как говорится, посиделок. Все время осматриваюсь, дабы не стать добычей какого-нибудь животного. И уж тем более какого-нибудь мистического существа, коих тут, наверное, немало. Я предлагаю перейти ко второй истории, ребята, которая действительно гораздо страшнее, чем первая. Дело было на реке. Река небольшая. Я просто свечу назад, чтобы в случае чего, если кто-то ко мне подходил, я в камеру увижу, в экранчик. Вот. Дело было на реке. Также палатки, также компания. Вот. Ну, собственно, у нас было 3 палатки. Вот так вот каким-то полукругом мы разложились. Собственно, по тому же абсолютно сценарию все проходило. Гулянка. Вот. Немного выпили, как говорится, куда без этого. Но немного. То есть не каких-то прям критических масштабах. Ну и что ж, хотели посидеть около костра. Дрова закончились. Что делать? Правильно, блядь, идти в лес. Вот. Пошел в лес я. А со мной вызвался мой лучший друг, один из лучших друзей. Я говорю, ты местность не знаешь. Вот так вот вдруг кто нападет, какая-нибудь собака, рысь. Какая рысь? Ну, в смысле, собака, что-нибудь такое, лиса, еще кто-нибудь бешеная какая-нибудь. И все, и ты потеряешься, мы с тобой разбежимся. И где тебя искать?
Вот где тебя искать? Ты просто помрешь. У тебя нет ни навыков выживания, ни ты не изучал бестиарий. Ты ничего не знаешь. В случае, если там какой-нибудь леший, еще что-то. В общем, он вызвался, говорит, все будет нормально, все будет окей. Пойдем. Ну, пойдем. На то мы пошли, как говорится. Идем мы, значит, а тут возле лагеря-то никаких веток, в общем-то, и нету. Это надо идти дальше, в лес. Все глубже, глубже мы с ним заходили. Ну, мы, естественно, разговаривали, все было нормально. Собирали. Я там ему что-нибудь на руки наложу, каких-нибудь веток. Он мне. А по итогу получилось так, что мы забрели в местность, в какую-то такую лесистую, вот что-то по типу вон того. Вот что-то по типу вон того, если вам видно, вот. Прям очень такая густая. И тут я, в общем-то, сбился с маршрута. Реально, серьезно, я сбился с маршрута. И ни он, ни я, тем более уж он, не знаем, куда идти. И я почему-то сразу вспомнил истории про леших, про каких-то бигфутов. Мне почему-то показалось, что это был именно он, потому что были какие-то еще непонятные звуки, ребята, блядь. Что-то где-то в кустах, что-то ворошилось, что-то ходило. Знаете, в таких случаях, говорят, леший водит. Вот, в общем-то. Стоит сказать, что я верю в подобных существ, в НЛО. Вот. В призраков не очень верю, но, тем не менее, даже концепция канала — это заснять какие-нибудь доказательства того, что что-то существует, и мы обязательно это сделаем. Так вот, мы с ним заплутали. Заплутали так конкретно, дрова нам уже было похеру, мы их покидали все просто на пол. Вот, и стали уже искать как-то выход к палаткам, к своим. А это, ребята, дело гиблое. Дело гиблое, если ты заблудился. Слава богу, мы нашли по итогу. Вот. Но такое ощущение, что нас кто-то водил. Потому что я эту местность реально знаю. Ну, реально знаю. Сейчас я посмотрю, чтобы точно никого здесь не было. Потому что нашел такую полянку, как бы я вроде как и сам все вижу, но при этом меня все видят. Вот. Мы в итоге нашли лагерь свой. Вот. Но нам казалось, что мы ходим где-то, блядь, я не знаю, ну, часа, наверное, час-полтора, может быть, действительно. Приходим в лагерь, нам говорят, ну, мы спрашиваем, типа, а сколько вот нас не было, все. Они говорят, вас не было 10 минут. Какие 10 минут? Нас реально не было, как будто час-полтора. Мне кажется, это нас кто-то, блядь, водил. Леший какой-нибудь, еще там кто паранормальное что-нибудь. Вот. Вот такие вот, ребята, истории были. Это не, в общем, не все истории, которые есть, как говорится, у меня в запасе. Вот, так что, может быть, я рассказал их не совсем, как говорится, в деталях. Вот. Но в темном лесу, слушайте, я тут стою, блядь, я тут хер его знает, кто там за мной стоит. Барсук какой-нибудь с ножом точит. Ну хер с ним барсук, главное, чтобы не какой-нибудь реально вот мужик там, блядь, ёбнутый какой-нибудь стоит. Всякое бывает, всякое. И может тот же леший стоять, еще что-нибудь. Ну, в общем говоря, тут капец полный в этом лесу творится. Тут и самоубийцы, и убийцы. Ребята, проехал сейчас какой-то там квадроцикл. Что это, блядь, было? Ну, здесь квадроциклы ездят, ладно. Как говорится, я уже рассказал все то, что хотел рассказать. Вот, думаю, что можно идти дальше, а может быть даже уже и выходить, в принципе, из этого леса, потому что к черту. Ну, в общем, ребята, начинаю я выдвигаться. Вот на этой поляне я был. Ну, разве не страшно? Вот, я надеюсь, что все записалось, все как надо. А то будет обидно, если я разговаривал сейчас сам с собой в темном лесу целых кучу минут. Не знаю, сколько я здесь пробовал. Это вообще разговорный видос, по сути дела. Его не нужно
сравнивать там с основным проектом этого канала Ghost Hunters, это совершенно отдельная рубрика, ребята. Я уж не знаю, как она будет называться. Название я придумаю. Проверочка. Название я придумаю. Вот, я надеюсь, что такой формат вам понравится. Хожу здесь как в Outlast, брожу. Страшно до чертиков. Правда. И то мы вдвоем ходим, а тут я один. Это разные вещи. Сейчас я надумал потихонечку выбираться. Вот. А вообще давайте сходим туда, посмотрим, что там есть. Вот. Дорога, как говорится, основная. Главное идет. Пока я записывал видео разговорное сейчас про свои истории, вот, проехали какие-то то ли питбайкеры, то ли квадроциклисты, как их, блядь, назвать. Вот. А я как раз свернул для того, чтобы записать видео на полянку направо. Вот. Они меня не заметили. Хотя, может быть, и видели фонарь, так как он довольно-таки яркий. Вот по такой песчаной дороге я иду. Соответственно, иногда вот так вот поворачиваюсь, осматриваюсь. Это безопасность. Вот. Совсем скоро, ребята, хотел сказать, мы отправимся. Кстати, думаю, может быть, какую-нибудь животинку смогу подснять я сегодня. А может, и не смогу. Главное, чтобы не лося какого-нибудь, а то он меня раскидает тут. Вон тут еще кабан. Слушайте, ребята, такое ощущение, что та музыка доносится откуда-то, бляха, прямо из глубины леса, что ли. Не поймешь. Но там обычно люди не сидят в той чаще. Кто там может музыку слушать? Кстати говоря, возвращаясь к разговору о лешем, он может подстраиваться под различные растения, деревья. То есть, например, даже вот видите, стоит, что это, сосна какая-то. А это может быть леший, ребята. У него есть такое свойство. Опа-на. Что я там увидел сейчас? Опа-на. А давайте-ка туда сходим. Какая-то заброшечка. Он умеет, как говорится, перевоплощаться. Вот. Леший — это хозяин леса. Вроде так его называют. Ребята, вот я заходил в лес, не было практически запаха деревьев, вот этого вот. А сейчас резко появился. Ага. Какие-то заборы. Что-то, блядь, нехорошее. Кстати говоря, вспомнилось мне, что в этом лесу-то я уже был. Но это мне не то, что вспомнилось. В этом лесу я, естественно, был. Но днем, когда мы в компании сюда ходили, и я постараюсь найти видео, оно давнешнее на самом деле, вот, где мы повстречали некоторых типов, вот, повстречать которых я бы не хотел. Кстати, это было вот здесь, за этим забором. Это было здесь. Типы эти были, как вам всем известно, закладчиками.
Ну, мы тогда были совсем детьми, испугались. Посмотрите, вон какой-то объект. И дали дёру нахер подальше. Ну, собственно, мы и сделали, соответственно, правильно. Потому что другого выхода у нас просто не было. Увидели бы, еще что-нибудь сделали. Кто их знает? У всех же свои тараканы, как говорится, в голове. Подходим к этому забору. Опять же, санитарная зона строгого режима 178. Вход на территорию запрещен. Ребята, страшилка. Вот. Тут, в принципе, я пролазить не буду, так как на мне сейчас оборудование, микрофоны, всякие провода. Но вы можете видеть. Вот я вам освещаю территорию. Какая-то маленькая будка. На самом деле она не представляет для меня никакого интереса. Вот. Ну, это видео, где мы их встретили, я попытаюсь сейчас вставить вам и показать. Тоже довольно интересно, как говорится, моментик. Вот. Что касается следующего выпуска. Он будет совсем скоро. Не знаю когда, обещать лишний раз ничего не буду. Но он будет супер интересный. За это я могу ручаться. Вот. Так что, кто не смотрел выпуски по Госхантерсу, обязательно заходим, смотрим все на канал. Ёкалэмэне. Что там может сейчас сидеть? Сам удивляюсь тому, что я это сейчас все делаю здесь. Это что такое? А, это листочек. Бляха. Ну, что это такое? Такой листочек. Ладно. На самом деле, думаю, что пора выходить. Потому что здесь находиться, блин, чертовски некомфортно. Буду идти обратно. И с вами попутно разговаривать. Не знаю, все время что-то где-то кажется. Все время кто-то как будто за тобой идет. Блядь. Ничего прекрасного в этом нету, ребята. Если вы сейчас сидите дома, пьете чаек, я не знаю, сидите на диване, лежите, да хоть стоите перед просто телевизором, стойте дальше. Сидите, кушайте, пейте чаек. Ни в коем случае, бля, не вылазите в лес, вот как это сейчас делаю я. Один, тем более, абсолютно один. Нету ни в машине никого там в начале. Даже телефон и тот отключен, потому что там стоит сейчас микрофон. Он пишет дополнительный звук на случай, если что-то где-то не запишется. Вот. Нахер такие вылазы вам нужны. Лучше смотрите все это у меня. Очень жутковатые места здесь. Напоминает какой-то фильм. Что-то... Какой-то Resident Evil, когда играешь, вот, довольно-таки страшно. Смотрите, посниму вам паучка, кстати говоря. Вдруг это леший. А где он? А вон он. Не подсниму, слишком страшно стоять здесь сейчас. Так вот, леший может сделать как угодно. Он может вас обдурить, если вы ему сразу не понравились. Он, в принципе, вас может в лес не пустить. Вот это я знаю точно о нем. Если человек ему изначально не понравился, он может просто ему не дать зайти внутрь. Это я вам точно говорю. А может просто пропустить. Может следить за вами. И знаете... Как бы существует же вот там снежный человек. Опять хуйню какую-то начал нести, сейчас накручу себя. И пипец. Ладно. Говорят же, да, что он там может панический страх какой-то прям сразу сделать, и человек убегает из леса. Вот у меня сейчас начинается то же самое. Такое ощущение, что за мной кто-то все время идет.
страшно, пиздец становится сейчас. Извиняюсь за мат, ребята, ну, правда. Ага, вот эта тропинка, где был я. Значит, мне вот сюда. Знаете, здесь слышно дорогу города. Единственное, спасает это, что, в принципе, ты слышишь цивилизацию. А вот так, представляете, где-то в тайге заблудиться. Да не дай бог. Не дай бог. Сейчас я выйду и подсниму вам. Я не буду выключать камеру, потому что мало ли что я смогу записать. Мало ли что сейчас, как говорится, на меня может выпрыгнуть. Вот. Все это надо будет заснять. Вот. Но, как минимум, я уже... Вон какая дорога идет. Вон туда, ребята. Нет. Слишком все это крипово, блядь. Нахер это надо. Ядрён колотон. Я думаю, что подобный видос можно смотреть, кушать или там, я не знаю, что-нибудь делать, может быть. Кто-то под такой может уснуть. Не знаю. Под все вот эти вот мои, тут, под мою болтовню. Что хочешь можно сделать. Ну так, если что, можно, конечно, с вертухана дать лешему. В случае чего. Ух, ребята. Ну и дичь тут творится. Нахер оно мне надо было, бля. Блять, ничего не увидел страшного. Но, сука, страшно, блядь. Ёкаламане. Валим. Валим отсюда, ребята. Фух. Нагнал, наверное, просто жути сам на себя. Могло быть такое, могло быть спокойно. Ребята, вон там он вдалеке. Вон там он. Фары машины. Хер знает, что они там делают. Но я полагаю, что лучше сваливать. Нахер надо, блядь. Ребят, ну вот такое вот видео получилось, так что кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Если вам нравятся подобные истории в подобном формате в лесу, то, естественно, я буду выкладывать эти ролики дальше. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там можно узнать самые интересные новости канала, куда мы отправляемся, что мы делаем, что закупаем, все для роликов. Так что всем спасибо, всем пока.